Ну, вот по такому принципу. Делаем несколько оборотов. Нет. Я просто пакую не первый день. Уже в самом начале видео я устроил на столе у себя тут настоящее болото. Мне, конечно, интересно было полапать их, помацать, пощупать, пооткрывать. Привет, Саша Демин, канал «Что реально?». Тут собираются фанаты активного отдыха в Украине. Сегодняшняя тема – байкпакинг. Если вы вдруг не знаете, что это такое, это концепция путешествий на длительное расстояние на велосипеде, когда снаряжение вешается на вашего двухколесного друга и распределяется правильно на нем. Я сегодня познакомлю вас с украинской торговой маркой Kavun. Ребята делают крутые сумки для велосипедов. Я, в общем, сделаю обзор на них, расскажу всю подноготную, выявлю плюсы, минусы. Начнем с первой категории, это внешний вид. В общем-то, здесь у меня на столе находится 5 сумок. Полный комплект, чтобы, скажем так, укомплектовать ваш велосипед, ваше транспортное средство. Первое, на что я всегда обращаю внимание, да, это именно внешний вид, это принт. И мне нравится, когда принты яркие, необычные, веселые. В данном случае это вот такие прикольные ежички и... Что это у нас здесь? Это у нас лес. Это у нас, скорее всего, карпатский и лес с ежами. Честно скажу, вариант принтов у компании Kavun очень разнообразный. То есть вы можете выбрать и подобрать для себя все, что угодно. Есть без рисунков, если вы такой серьезный и консервативный человек, можете подобрать для себя что-то без принтов. За внешний вид однозначно плюс. Следующее, на что я всегда обращаю внимание, это, конечно же, качество материала. Сами сумки состоят из двух видов тканей. Это кордура и Оксфорд. Фишка кордуры в том, что это очень плотная нейлоновая ткань, которую сделали специально для нужд армии. Она мега прочная. Если у вас что-то вот сделано из материала кордура, поверьте мне, считайте, что это вечная вещь. Второй вид материала, который здесь использован, это Оксфорд. Оксфорд — это плотная ткань, которая используется, я не знаю, для разных чехлов, для автомобилей, мотоциклов. Она достаточно прочная и при этом очень эластичная. За ткань однозначно плюс. Ткань хорошая, качественная. Я вижу, что прошита она тоже очень хорошо. Я не вижу, чтобы нигде там торчали ни нитки. Все очень прочно. Еще одна классная фишка, на которую я, по крайней мере, обратил внимание, то, что здесь все достаточно просто и лаконично с креплениями. То есть вы никогда не запутаетесь, никогда у вас не будет проблем, что куда крепить. Сами фастексы, опять-таки, высокого качества, они прочные и удобные. Внутри ткани вшита пластиковая вставка, которая добавляет определенной жесткости этой сумки, поэтому она не будет выглядеть как бесформенный мешок, она не будет цепляться за колеса, и это однозначно плюс. Когда ты путешествуешь, зачастую бывают моменты, когда погода портится, и ты попадаешь под дождь, поэтому лично для меня одним из основных критериев для любой туристической снаряги является водонепроницаемость. В общем, я хочу проверить велосумки именно в этой категории. Мой любимый пульверизатор. Вода прям вот мы видим, как она стекает. Да, ребят, она, конечно же, ткань становится влажной, но при этом я вижу, что она быстро сохнет. Если вы попадете под длительный ливень, то, скорее всего, вещи внутри станут влажными, но 100% они не промокнут полностью. Поэтому плюс. Водонепроницаемость однозначно плюс. Самое
Самое главное вообще в байпакинге это то, чтобы ваше снаряжение весило минимально. И в этом плане я считаю, Кавун получает еще один плюс, потому что все сумки невероятно легкие. То есть я так понимаю, что тут буквально грамм 150-200, наверное, вот весит вот такая вот сумочка. Она невероятно легкая. Вот эта вот сумка еще легче, около 100 грамм. Но вот эти немножечко тяжелее за счет пластиковых вставок. Ну что, начнем проверять велосумки на вместительность. Вот здесь на столе находится комплект вещей, которые я беру обычно в однодневную поездку. Поездка, в которой я не буду ночевать в лесу, то есть здесь не будет ни спальников, ни палаток, ни карематов. Окей, вот в этом мешке, наверное, у меня будет все, что связано с провизией. Моя газовая горелка, не смотрите, что она в фоточехле, просто у меня чехол порвался, и я засунул туда газовую горелку. Так, есть вилочка без чехла, но вот эта сумка состоит из одного большого отделения, но там внутри есть сеточка. Теперь идут консервы. Теперь идет тарелка. Вот так. И сверху идут пачки с макарошками и вермишелькой. И закрываем. Делается несколько оборотов. И вот это пристегивается вот сюда. Мне почему-то кажется, что вот сюда можно еще засыпать какие-то вещи. Итак, тем не менее, одна сумка практически готова. Вот еще один фастекс сверху. Чик. И затягиваем. Что я в теории могу засунуть сюда? Итак, дождевичок у меня отправляется как раз под сеточку. Также сюда я могу засунуть вещи. Запасную кофту, футболку. Я всегда с собой в дорогу беру скотч, потому что скотч это универсальная вещь и лучшее изобретение человечества. В принципе, сюда еще можно что-то засунуть. Например, я могу взять крепление для своей камеры GoPro и, к примеру, опять-таки для GoPro блок с батарейками. Ну что, я думаю, загрузили вот и вторую. Опять-таки чик, чик, чик. Легким движением сматываем вверх, застегиваем один фастекс, второй фастекс, стягиваем верхний. Оп, вторая сумка готова. Вот это вот длинная сумка под раму. Итак, проверим, влезет ли моя гигантская GoPro селфи-палка. Тан-тан-тан, момент истины. И идеально. Она идеально подходит, как будто специально под нее шита. Сюда и, как я и говорил, идеально проходит. Насос. Дальше. Пассатижи. Набор ключей для велосипеда. Нож. Я положу сюда нож. В маленькое отделенице еще можно положить, к примеру, провода. Готово. Но я могу сказать, что я заполнил наполовину. Так, ну что, остается у меня на столе практически минимум вещей, и у меня еще целых 2 сумки. Итак, самое объемное – это бутылка воды. Отправлю вот в это отделение. Итак, идеально. Также сюда я могу легко вместить средства от насекомых. Более того, сюда еще легко может поместиться маслечко, чтобы смазать ваш цепок. И аккумуляторы для моего фотоаппарата. Кстати, сам фотоаппарат я тоже могу сюда поместить, но сейчас я не могу его поместить, потому что мы снимаем на этот фотоаппарат. Стягиваем. Так, что у нас здесь?
Итак, самое главное, квадрокоптер. Не выезжаю вообще на велосипеде без своего любимого квадрокоптера. Запасные батареи. Раз. Два. Пульт. У меня остается фонарик и пауэрбанк. Ребята, я укомплектовался. Единственное, что меня переживаю, что как бы здесь очень хрупкая и дорогая у меня достаточно техника. И поэтому его нужно плотно закрепить. Здесь есть с одной и с другой стороны по две липучки. Вот сразу я их так вот закрываю. Далее вот так вот я это аккуратно закрываю. И здесь вот такие вот крепления. Это тоже какие-то новомодные фастексы. Чик, закрываю. И, конечно же, надо это все стянуть. Потому что если она будет плотно стянута, оно не будет там болтыхаться внутри этой сумки, не будет тереться друг от друга, не будет биться. Все, ребят, идеально. Люди, расскажите мне в комментариях, что вы берете с собой обычно в дорогу, когда вы едете в поездку на велосипеде. И всегда я тащил все вещи на своем горбу. Это было очень неудобно, потому что на какой-то момент у тебя уже начинает болеть, кроме ног, еще и спина, и это выматывает и забирает твои силы. Так что байпакинг для меня вещь новая, и я надеюсь, я его укомплектовал правильно. Если нет, если я где-то ошибся, ну, я же надеюсь, что вы пойдете в комментарии и выскажете свое недовольство. Сделайте это прямо сейчас. Теперь переходим к самому интересному. Я каким-то образом буду цеплять весь этот комплект велосумок на свой велосипед. Цепляем. Я начну с самых больших вот этих вот сумок, которые крепятся к передней вилке. Цепляются эти сумки на вот такое вот металлическое крепление, а само крепление цепляется к передней вилке вот, собственно, сюда. Я засеку время, сколько у меня, у криворукого человека уйдет времени на то, чтобы установить. С горем пополам я все-таки это сделал. Так, итак. Раз. Чтобы вы понимали, вот здесь вот с обратной стороны, там, где вот жесткое ребро, вот здесь вот есть вот такая вот вставка, и вот сюда вставляется металлическая рамка. Тик, это есть. И вот эта вот резиночка цепляется за металлический корпус. Угу. Вообще у торговой марки Kavun есть вот эти вот боковые мешки намного большего размера и объема. И вышло 11 минут 26 секунд, чтобы, в принципе, повесить вот эти мешки. Я считаю, что это, в принципе, вполне нормальное время для такого человека, как я. Это сюда. Ну, то есть, короче, ребята, если у вас вот такое вот заднее крыло, вот этот задний брызговик, как у меня, высокий и крепится вот под сидушкой, то вы не сможете его закрепить. То есть здесь брызговики должны быть, скорее всего, какой-то другой модели. Мой не подходит. И это минус. Прицепляю здесь сзади еще. Эту я закрепил, на переднюю вилку я закрепил, сзади я закрепил. Последнее, что у меня осталось, это сумка на руль. И чик. Да, кстати, я совсем забыл, здесь на вот этой вот сумке на руле есть еще вот две такие боковые сеточки. Кстати, тоже очень удобные и практичные. Я хочу перейти к категории цена и рассказать вам, сколько какая сумка стоит. Сумка на руле стоит 1780 гривен. Боковая сумка на передней вилке стоит 1900 гривен каждая. Сумка под сиденьем стоит 1900 гривен.
Сумка под рамой стоит 1150 гривен. Ну что, думайте над ценами, решайте сами, пишите в комментариях ваши мысли, а я отправляюсь на тест-драйв. Велосумки от бренда Kavun тест-драйв прошли на отлично. Я переживал, что они как-то будут сковывать движение, особенно тяжело будет, не знаю, и непривычно поворачивать руль, потому что на передней вилке дополнительная тяжесть. Но на деле было легко и просто, и, в общем-то, мне было управлять велосипедом комфортно. Я абсолютно не замечал вес, потому что он был распределен идеально по велосипеду. Так что однозначно зачет. Единственное, что если вдруг вы будете каким-то образом ездить по внедорожью, будьте аккуратны. Если вдруг вы наскочите на яму, то передняя вилка стала чуть тяжелее за счет веса 3 сумок и больше шансов перевернуться через переднее колесо. Но давайте будем честны, кто вообще в рамках байпакинга будет ездить по внедорожью, кроме такого психа, как я? Подвожу главный общий итог сегодняшнего обзора. Мне велосумки от Kavun в большей степени понравились, но однозначно есть минусы. Например, я не очень доволен вот этой вот задней сумкой под сидушкой, потому что мне пришлось снять мой брызговик и снять мой катафотик. И мне казалось, что она должна идеально встать, но нет. И она очень низко находится к заднему колесу. В общем, не знаю, меня это почему-то смущает. Плюс вот передняя сумка на руле. Мне бы хотелось, чтобы она чуть увереннее держалась на своем креплении, потому что так она немножко, ну, скажем так, болтается. Но, в принципе, это не такая уж и большая проблема. Наверное, самый главный минус – это цена, потому что, в принципе, стоят они достаточно дорого. Но здесь, ребят, нужно понимать, что если вы хотите сумки высокого качества, чтобы материал у них был высокого качества, чтобы они быстро не изнашивались, не рвались и не было у вас с ними никаких проблем, то, конечно, за качество приходится платить. Поэтому, в принципе, несмотря на то, что это минус оправданный. В остальном, я горд, что в нашей стране производят велосумки такого высокого качества. Поэтому, друзья, покупайте украинские бренды, обращайте на них внимание, поверьте, они того стоят и уже сейчас могут легко утереть нос зарубежным торговым маркам. На сегодня все. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу байпакинга с украинскими брендами. А мы встретимся через неделю. Пока!